Главные новости этого дня. Большая потеря в мире российского шоу-бизнеса и культуры. Накануне ушел из жизни заслуженный артист России, ведущий актер Московского драматического театра имени Гоголя Александр Зотов. Александру Зотову было 69 лет. Причиной печального события стали проблемы с сердцем. Центральный суд города Москвы вынес приговор в отношении известного артиста, участника программы Comedy Club Вячеслава Комиссаренко. Решение суда в отношении артиста – это 6,5 лет лишения свободы. Вячеслав Комиссаренко обвиняется в изложении недостоверных сведений о спецоперации и оскорблении публичных личностей, стоящих во главе власти. Сотрудники комитета Никиты Михалкова, известные артисты Алексей Кравченко и Александр Панкратов-Черный, начали первую антикоррупционную проверку в этом году. На этот раз известные артисты отправились в город Севастополь. Почти целую неделю Алексей Кравченко и Александр Панкратов-Черный будут проверять работу пенсионного фонда города Севастополя, а также примут участие в открытии второго филиала антикоррупционного комитета в этом городе. Против известного советского и российского актера Марата Башарова было возбуждено уголовное дело по причине грубейшего нарушения правил дорожного движения. Несколько дней назад в Москве Марат Башаров был арестован во время езды на автомобиле в состоянии алкогольного опьянения. Предварительное наказание для известного артиста – это лишение водительских прав сроком на 3 года, крупный денежный штраф и условное лишение свободы. Очень печальная новость из мира культуры и российской прессы. 2 дня назад трагически погиб в зоне спецоперации известный корреспондент газеты «Известия» Александр Мартемьянов. Александру Мартемьянову было 36 лет. В зоне спецоперации молодой человек находился почти целый год, где успешно выполнял свои профессиональные обязанности. За проявленный героизм Александр Мартемьянов посмертно награжден медалью за отвагу. Команда Никиты Михалкова и Следственный комитет Российской Федерации во главе с товарищем Бастрыкиным возбудили уголовное дело против мэра города Москвы Сергея Собянина. На данный момент Сергей Семенович Собянин находится под домашним арестом и подпиской о невыезде. Сергея Собянина обвиняют в невыплате пенсионерам города Москвы и Московской области так называемой 13-й пенсии, которая была запланирована на декабрь 2024 года. Организация Никиты Михалкова заранее перечислила финансовые средства в размере 55 миллионов рублей для выплат пенсионерам. Однако Сергей Собянин незаконно присвоил данные финансовые средства. Позже они были обнаружены на его финансовых счетах, а также денежных счетах его родственников. Помимо крупного денежного штрафа и возмещения материальных убытков пенсионерам и антикоррупционному комитету, Сергею Собянину грозит уголовное наказание вплоть до 6,5 лет лишения свободы. Очень печальная новость из мира культуры и театрального искусства. Сегодня утром ушла из жизни одна из старейших актрис Российской Федерации, ведущая актриса МХАТ имени Горького, заслуженная артистка Российской Федерации Генриетта Ромадина. Генриетте Ромадиной было 94 года. Заслуженная артистка России начала свою творческую карьеру в 1958 году. Самые известные спектакли, в которых участвовала Ромадина, это «Идеальный муж», «Валентин и Валентина», «Мудрец», «Прощание с Матерой» и многие другие. В Санкт-Петербурге печально закончился праздник Рождества для 4 участников телепроекта «Дом-2».
Молодые ребята, участники телепроекта, отмечали праздник Рождества в ночном клубе Санкт-Петербурга. Возвращаясь домой в состоянии алкогольного опьянения, они не справились с управлением автомобиля. И автомобиль модели BMW одного из участников телепроекта упал в реку Нева. Один из участников дорожно-транспортного происшествия погиб, трое получили травмы различной степени. По-прежнему критическим остается состояние здоровья сына Филиппа Киркорова Мартина, который на данный момент находится в специальной медицинской клинике в Болгарии. Напомним, что сын Мартин несколько недель назад получил серьезную черепно-мозговую травму во время конфликта со своим отцом, который произошел из-за новогодних подарков, которые подарил Филипп Киркоров Мартину, а Мартин по неосторожности испортил эти подарки. Еще остается небольшая надежда на благоприятный исход. На данный момент проводится совещание врачей, где разрабатывается дальнейшая схема лечения молодого человека. Вчера поздно вечером в городе Витебске тяжелое ранение получил первый заместитель антикоррупционного комитета министра обороны Российской Федерации Андрей Белоусов. На данный момент Андрей Ремович Белоусов находится в реанимации в городе Витебска в тяжелом состоянии. Печальное событие произошло во время открытия филиала антикоррупционного комитета в этом городе, на котором присутствовал Андрей Белоусов и другие сотрудники комитета. Во время открытия филиала в здании комитета произошел взрыв, в результате которого серьезно пострадал Андрей Белоусов и еще два сотрудника. По факту нападения на Андрея Ремовича Белоусова возбуждено уголовное дело. Нападающие и устроившие взрыв пока не задержаны. Команда Никиты Михалкова вручила денежную премию одному из героев спецоперации, отважному молодому человеку из Якутии. Отважный якут совершил свой подвиг еще поздней осенью. На данный момент он находится в госпитале на лечении. В коротком интервью 37-летний молодой человек рассказал о чрезвычайном событии. Наши бойцы с этой стороны пытаются еще зайти, с нашей роты, да? Но я раз и слушаю, как они заходят, а они 120-кой там ударят, минометом, да? А так... Как сообщает отважный молодой человек, после окончания лечения он вновь намерен вернуться в зону спецоперации и продолжать защищать свою родину. Сегодня сотрудники антикоррупционного комитета Никиты Михалкова поздравляют с днем рождения двух своих товарищей, известных советских и российских актеров. Актера Сергея Шакурова, которому исполняется 83 года, и актера Сергея Жигунова, которому исполняется 62. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления сотрудникам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.